Друзья, всем привет! Немножко подготовился и решил начинать новый проект, основанный на вот этом миниатюрном турбореактивном двигателе, который называется Колибри Т-32. Это самый маленький турбореактивный двигатель в мире. Разбирается он с помощью отвертки для мобильных телефонов. Целых 10 винтиков. Здесь видны свежие следы балансировки. Ну, а здесь вот более тускло. Видно, что работа очень-очень тонкая. Подключение состоялось, и что же мы видим на экране? Здесь у нас показываются обороты, должны больше 200 тысяч подниматься. Ну, а здесь температура двигателя. Включаем безмен, он устаканивается, и после этого тяга, создаваемая двигателем, будет отображаться на дисплее. Пошел процесс! Двигатель вошел в режим малого газа. Пробуем дросселировать. — 1690 грамм тяги, и оборотики сами видели какие, 227 тысяч. Хочу поставить его на такой же миниатюрный самолет Фанджет. Он пенопластовый, он новый в коробке, и можно с нуля сделать хороший проектик. Уже начал делать бачки. Ну, в общем, давайте по порядку смотреть, разбираться. Здесь мы имеем вот такую небольшую кучку запчастей. Ну и осталось достать лонжерончик карбоновый. Вот такая тоненькая трубочка. Не знаю, выдержит ли она мощу турбореактивного двигателя. Вообще, такой самолетик в сборе весит около 1 килограмма. И скорее всего турбореактивная версия будет значительно тяжелее. Ибо здесь только одно топливо. Да и вообще уже бачки у меня весят 40 грамм. Не знаю, что это получится в итоге. Но очень хочется быстро летать. Он мне нужен для тренировки, чтобы научиться очень-очень-очень быстро летать. Чтобы я не чувствовал себя ущербно, когда беру в руки пульт и пытаюсь управлять еще более дерзким самолетом. По сути, он мне нужен для тренировки, ну и для повседнева. Основная тушка 100 грамм, крылышки по 50, то есть уже 200. Короче, тушка где-то 300 грамм будет весить. Плюс сервы там и прочее, приемник. Это у нас получается, ну пускай будет 400 грамм.
Плюс бачки, топливо, так, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Слушайте, да можно уложиться около килограмма. Ну, может, килограмм 100 будет весить самолет. Практически столько же, сколько электрическая версия. Сейчас расскажу немножко о бачках. В качестве основного взял бутылочку, выточил стуцер, сделал такой искатель. В принципе, поворачивается нормально. Но это основной бак на 250 миллилитров. Расходный бачок вот такой маленький будет. Сделал его из киндер-сюрприза. Придется, конечно, сильно модернизировать здесь все. Ну вот, что получается. Пришлось немножко подогнуть, чтобы вставить лонжерон. Но лонжерон уже мало того, что вставил, я его уже и вклеил. Красивый материал. Если кевлар чиркнет по асфальту, то его сточить будет не так уж-то и просто. Чтобы делать мотораму для движка, нужно для начала определиться с местом установки. То есть здесь он будет стоять, либо здесь. Все опять же по причине банальной. Нужно понимать, где центровка. Компонентов довольно-таки много, их можно наперед перенести. Надо носик прям капитально догружать, если движок там будет стоять. Сделал такую здоровую, чтобы при ударе, допустим, если он произойдет, жесткая посадка, жесткий удар, чтобы она распределяла нагрузку. Заклеил с нижней части карбончиком. Вот в этом месте в 3 слоя, в этом месте в 2 слоя. Ложе, конечно, довольно-таки жесткое будет. Давайте попробуем поставить движочек, ибо очень хочется стартануть. Для начала установлю сеточку защитную, без нее нельзя. Приобрел пару вариантов. Простые ситечки. Зарядил двигатель на свое место, все упаковал, все отлично получилось. Вот расходный бачочек. Здесь у нас мозги и насос. Ну а тут батарейки будут. Еще пока не знаю какие. Если будет нос слишком тяжелый, поставлю батареечки поменьше. Если будет слишком легкий, ну можно будет побольше поставить. По всем признакам работает. Перед вклейкой крылышек надо озаботиться о сервах. На малые отклонения вроде быстро реагирует. А на больших скоростях они реально маленькие. Крылышко весит 66 грамм. Серво и тягу пришлось металлическую толстую устанавливать, потому что большие отверстия в качалке. Параллельно занимаюсь модернизацией приемника. Буду использовать дальнобойный. Вот такого плана. Снял с него коробочку и снял обтекатели антенн. Не ожидал я, что удастся так аккуратно все расположить. Все оборудование установлено, соответственно, больше тяжелеть самолет не будет. Ну, почти не будет. Еще будет топливо и наклейки. Но топливо куда ж без него. А наклейки весят немного. Так, взвешиваем. Весы грубоватые, ребят, но более точных нет на данный момент. Весы показали 0,95 килограмм. Ну, как я и хотел, как я и обещал даже. Около килограмма будет вес. Пустой, правда. Полный будет кило 200 примерно весить с топливом. Мое предположение, что около 30-40 грамм будут весить все наклейки. Что как бы довольно-таки много. Ну а еще перед оклейкой будет не лишним избавиться от пупырушек. Раньше я пробовал немножко тупым ножом, и это было нереально. Но вот идеально острым новым ножом, новым лезвием сегментным, вообще бреются эти пупырушки только в путь. Пленка здесь выполняет не только лишь декоративную роль. Обратите внимание, она вот здесь склеивает две половинки крыла, и она на весе ливон. То есть она как бы тоже будет создавать некую жесткость, накручение и прочее, прочее, прочее. Вот этого места. Вес показывает кило 180. Так, ну это с заправленным баком. Как бы, ну что скажете, нормальный результат или нет?
Ох, заморочили мне голову эти наклейки. Забыл рассказать о самом главном. А именно, это видеосвязь и контроль скорости. Все компоненты встроил в крышку отдельную, с отдельным выключателем. Есть полетный контроллер, который от квадрокоптера, и по контроллеру самолет летать не будет. Он нужен, чтобы передавать телеметрию на очки и передавать, самое главное, скорость, которую будет отображать GPS-модуль. Долго я его настраивал, ну вроде бы что-то получилось. Здесь видеопередатчик, который сверху установил, чтобы он хорошенечко охлаждался от набегающего потока воздуха. Ну вот и все. Настал тот момент, когда мы возьмем из кучи первый наш турбореактивный самолет и будем пробовать его запускать, и будем тренироваться, чтобы запустить вот этот, который стоит тут вот так вот кверх ногами. Красивый скоростной самолет, на котором будем бить рекорды скорости. Но это тоже не так просто стартануть, друзья. Я вот тут уже полупашил несколько самолетиков попроще. Например, вот такой. Видите, как он выглядит? Это точно тот же самый, только вот с таким вот хитрым носом. Франкенштейн. Ну, я на нем научился. Здесь такие же настройки, как и здесь. Теперь по топливу. Недавно произошло невероятное, друзья. Компания Орикон мне прислали тонну топлива. Я надеюсь, что на мини-коршуна уж точно такого количества хватит. И я смогу налетаться вдоволь. Ох, ох. Мне тоже поплохело. Ой, а тебе сейчас еще больше поплохеет. Ты как увидишь. Это жесть, друзья. Короче, ребята, небольшой презентик от фирмы Орикон. Я, конечно, ну это просто, я потрясен. Теперь, в общем-то, у нас будет чем запускать наши двигатели реактивные. А вы переживали, как мы будем вот этого монстра стартовать. Я думаю, проблем не будет абсолютно никаких. На пару часов ей точно хватит вот этого вот. Это на полной мощности, а так не на полной. Я, кстати, все время покупаю такой керосин, если вы заметили. Ну, а это вот увидели, ребята, и решили посодействовать турбореактивной тяге. Маленькому коршуну точно хватит, чтобы напиться керосинчика вдоволь. Спасибо большое, ребята. Прям вообще царский презентик. Шок, фантастика. Ну, в общем, вот так как-то, друзья. Берем, хватаем самолет и едем стартовать. А по итогу сегодняшнего дня мы поймем, готов ли я к большим скоростям и к мощным самолетам. Или еще пока не очень. Так, ну все. Все, надо открывать турбореактивный сезон. Значит, аппаратура есть у нас. Здесь у нас все заправлено. Здесь у нас спутники все найдены. Переключаем голову вот сюда. Так, переподключил. Все, этот у нас калибри есть. Включаем самолет. Все, проверяем управление. Вверх, вниз, лево, право. Углы очень маленькие. Лево-право, специально так задумано. Ну все, запускаем движок. Центровочка. Хорошая, идеальная, я бы даже сказал. Чуть-чуть стравил жидкого, сделал продувку мусора. Так, FPV-шка есть, запись пошла. 5 спутников. Маловато, конечно.
вообще полгаза тут держу, даже меньше. Вверх летит сильно. О. Потух движок. Сажаем. Страшное дело, ребят. Ну что ж, пойдемте смотреть. Движочек потух. Ну, это часто бывает с ними. Ничего страшного. Видимо, был пузырек где-то. И он заглох. Либо, может, воздухозаборник не тот. Там, и так далее. Да, дядя, ну я тебя поздравляю с Ой, первым спасибо. поднятием. Ой, спасибо. Ну, я сделал, я Мини дал вот Тошина. этого. Посадили неплохо его на самом деле. Даже я дал жидкого. И ты жидкого Ни дал. комментария. Ну, тут все жидкого дали на самом деле. Так, а где- Молчаливый полет был. Ну, вот он, наш малыш. Вот. Так я его посадил. Абсолютно целый. Класс. Топлива здесь много было. Не знаю, что с ним случилось. Надеюсь, движочек охлаждался. Надеюсь. Ну что ж, будем пробовать еще раз. Мне много тренироваться на нем надо. Привез малыша домой и немножечко модернизировал. Сделал маленькие воздухозаборнички. Надеюсь, теперь у нас движок выключаться не будет в полете. Это, конечно, все хорошо, но есть и пренеприятнейшие какие-то известия. Если дунуть в двигатель, то слышно вот такие вот неприятные звуки. Такое чувство, что скоро мы его потеряем. Поэтому надо гнать на поле и выжимать максимум. И попытаться еще немножко потренироваться перед большим аппаратом. Все дело, конечно же, в том, что я разбирал для вас движок, чтобы показать, что там внутри. И, естественно, ну не сверх попал в балансировку. Когда эта вещь работает на оборотах 200 тысяч плюс, то, сами понимаете, балансировка должна быть идеальная. Итак, привез опять малыша на поле и уже совершил более 20 полетов на обычных самолетиках с обычной силовой установкой. Прежде чем летать на турбореактивном, надо немножко потренироваться, потому что тут скоростя совсем другие, непривычные, и надо хотя бы вот немножко на полную полетать на вот этих. Да и плюс потренировать посадки, что я, собственно, уже и совершил. После 20 я просто сбился со счету, не знаю, сколько там было этих полетов. Может 22, может 25. Короче, заряжаем. В этот раз у нас есть воздухозаборники. Самолетик не будет глохнуть. И плюс я немножко переделал FPV-систему. Поставил другой модуль вот сюда, который будет измерять скорость. Это GPS-модуль. Ну и помимо того, что он другой, я его еще перенес. Вот с этой части вот в эту. То есть, по идее, он подальше теперь от передатчика, камеры будет стоять. И будет все как бы нормально измерять. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Сегодня у нас вот такое поле. Красивое. Дождался вечера. Стих ветерочек. Он есть небольшой, но подстих. И можно попробовать. Скорость будет в верхнем правом углу. Ну что ж, давайте попробуем, что получится. Ручонки дрожат, но это неизбежно, это не пройдет. Пока, наверное, 100 стартов не сделаю. Делаем пуск двигателя и вперед. Надеюсь, что движок не развалится. Вы слышали, как он работает. Неадекватно вполне себе. Но запускается нормально. Делаю вращение, чтобы убрать все пузырьки. Самолет на дорогу ставить теперь нельзя, потому что снизу воздухозаборники. Чревато последствиями. Ну, слышите, работает нормально движок. Но только вот странно, почему же он на сбросе газа так пищит.
Странно и ужасно. Ну что, погнали? Ох, еле вырулил. Руки трясутся адски просто. Делаю проходы на максимум. Вот сейчас будет максимум. Ух, еле вырулил. Так, сбрасываю газ. Не могу руки контролировать уже. Фух. Надо потихонечку полетать. Ужас, просто ужас. Как же тяжко им управлять. Все трясется, руки трясутся. Пальцы трясутся. Рядышком пролечу. Вот так. Посадки сложно на нем выполнять. Скорость очень большая посадочная. Ничего его не тормозит. Аэродинамика очень хорошая. Ну так, вроде летаем. Вроде бы даже получается что-то. Вот так мы летаем. Это вообще на минимуме сейчас, друзья. Вообще не даю ему газ. Отдыхаю. Уже скоро надо будет сажать. Каждая посадка его тоже чревата последствиями. Можно пробовать, кстати, делать заходы на посадку. Фух. Это дело весьма непростое. Ох, ушел на солнце. Вообще надо, по идее, со стороны солнца заходить. О, ну, вроде чуть-чуть трясучка ушла. Вроде чуть-чуть успокоились руки. Самолет не глохнет, видите, воздухозаборники помогли дополнительные. Что очень хорошо, как вы понимаете. Ну что, попробую сделать разворот на посадку. Даю чуть газ. Суть в том, что самолет очень долго выходит в полетный режим. Все, вот сейчас я даже запутался, где он там. Все, надо сажать, ибо другого шанса, скорее всего, не будет. Все, улечу далеко, но зато нормально с ветром все. Оп, 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 ах. Плохо посадил, но посадил. Живой самолет, по крайней мере. Хоть и плохо. Пойду забирать его. Очень плохо сажать. Надо заходить на солнце. Там его абсолютно не видно. Если я далеко улечу, я его вот уже вот сейчас потерял один раз. А если бы дальше улетел, я бы его не смог вернуть. То есть не смог бы понять, в каком он там положении находится. В итоге, видите, приходится далеко вперед потом улетать. Опять же, ничего не видно уже. Ну, сейчас посмотрим. Скорее всего, вообще с ним все в порядке. Может быть, краешки крыла загнуты. У меня они и не так падали. Это нормальный режим, более-менее. Вот, смотрите. Управление работает. Выключу сразу. Оп, оп. Вот, как видим, все вообще в порядке, в полном. Ничего нигде не загнуло, не сломало. Только что увидел, в общем, задняя часть приняла на себя весь удар. Не зря я здесь усиливал и делал вот так снизу выступ. Видите, сколько земли. Черпануло прям землю. Не по-детски. Эх, вот так, ракурс хороший, так бы заснять. Да уж, самолетик, мое почтение. Еще один малыш прибавился в компанию коршунов.
Для тех, кто интересуется финансовой стороной вопроса, а вот этот самолет, получается, стоит где-то 150 тысяч рублей. Ну, вместе с аппаратурой. Ну, естественно, 80% здесь цена двигателя. Посмотрел запись, оказалось, что сегодня 250 это мой максимум. У меня на этом все, друзья. Буду тренироваться. Ну а вы, если хотите увидеть развитие моего канала, побитие рекордов всевозможных, подписывайтесь, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!